На эти деньги предприниматель мог бы купить порядка 500 масок. Несмотря на статистику и размер наказания, некоторыми правилами все же пренебрегают. То ли вирусы не боятся, то ли административных протоколов. То вы не предупреждаете, и у нас нет такого карантина, как бы никаких мер до сих пор не было. И вы сегодня приходите, конечно, люди не готовы еще к этому. Это мы только сегодня приходим, да? Каждый день ходят они здесь, и каждый Но день я не ходят. видела. Однако на каждого нарушителя найдется свой закон. Несмотря на все оправдания предпринимателей, за несоблюдение норм итог один – временное закрытие. И каждый день проверяют. Каждый день проверяют. Я? В отличие от предыдущего, к этому салону красоты никаких замечаний нет. Для клиентов тут и памятка о профилактике коронавируса, и десредства. В помещении работает и циркулярная лампа для обеззараживания воздуха. Мы каждое утро и вечером, когда мы уходим, обрабатываем с лоркой. Ну, естественно, мы соблюдаем дистанцию клиентов, имеется в виду, и обрабатываем также даже... А вот в этом магазине так и непонятно, где средства для защиты или собственной выгоды. Ведь все должно располагаться в удобной зоне для клиента. На продажу, да? Нет, вот у них стоят. А и там они почему стоят, когда они здесь должны стоять, ваша? Но это для продажи, это ценник платишь. Это ваше, да? Тогда что они у вас там стоят, когда они должны здесь стоять у вас? Не отличаются правила и в общепитах. Ко всему прочему, официанты должны обслуживать посетителей строго в масках и перчатках. На кассе же соблюдать социальную дистанцию. Дистанцию надо соблюдать между посетителями. Но я успеваю. Ага. Хорошо Мы тогда. рассаживаем их подальше, чтобы близко не сидели. И все время объясняйте посетителям, чтобы они соблюдали эту социальную дистанцию. Несколько десятков объектов и столько же нарушений. Соблюдать ограничительные меры, связанные с эпид-режимом, спешат не все. Тем временем сотрудники Роспотребнадзора напоминают о реальных цифрах. За эти сутки ковид выявлен еще у 55 человек. Дирекция торгового центра провела профилактические мероприятия, то есть всем были даны разъяснения по поводу профилактики данной инфекции. Но тем не менее у нас в республике остаются такие проблемы, как несоблюдение масочного режима. Также по итогам предписаний, которые мы выдали ранее, по ним будут проводиться повторные проверки на соблюдение тех или иных требований. В общем, с первого взгляда практически образцово-показательный центр, однако внутри нарушений немало. Важно понимать, что меры предосторожности нужны в первую очередь для здоровья себя и своих близких. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. 2 детских сада в Ингушетии включены в реестр повторного использования, не рекомендованы к применению по всей территории России. Архитектурные решения детсадов соответствуют современным организационно-техническим и архитектурно-строительным требованиям. Также они отвечают требованиям безбарьерной среды и соблюдают принцип зонирования помещений по функциональному и возрастному признаку. Их использование позволяет снизить время проектирования и стоимость строительства за счет того, что все технические, технологические и планировочные решения уже предусмотрены. Межрегиональный фестиваль молодых блогеров «Четвертая власть». С идеей его организации выступила команда активистов. В приоритете освещение таких проблемных тем, как наркомания, ПДД, экстремизм. Об итогах конкурса расскажет наш корреспондент. Инал Аздоев – активный пользователь социальных сетей, поэтому о проекте «Межрегиональный фестиваль молодых блогеров» узнал сразу. Мониторил все время и даже выпустил 2 работы по разным направлениям. Один проект рассказывает о наркомании, а другой о такой проблеме, как нарушение правил дорожного движения. 3-минутный видеоролик, который направлен на профилактику ДТП. В связи с тем, что у нас в республике очень много ДТП, и часто из которых это с летальным исходом, к сожалению, я подготовил небольшую работу. Так же, как и Инал, Сара Илиева испытывает волнение перед объявлением результатов конкурса. В своем личном блоге она осветила такую проблему, как наркомания. Делится, что ее больше интересует даже не победа, а влияние, которое она может оказать с помощью своих статей. Решение участвовать в данном конкурсе я приняла, потому что я вижу обстановку у нас в республике, вижу, как стремительно и быстро растет число наркозависимых.
а именно нашей молодежи, наших братьев. И вот, исходя из этого я приняла решение, то, что я, как и многие другие наши участники данного проекта, должна и хочу участвовать. Михаил Калоев еще в начале года задался целью вместе со своей командой запустить межрегиональный фестиваль для молодых блогеров. Проработав все детали проекта «Четвертая власть», они решили участвовать в грантовом конкурсе Росмолодежи. Получив одобрение и финансовую поддержку, фестиваль стартовал 10 сентября и продлился ровно месяц. Всего в нашем проекте приняло участие более 50 блогеров. Было подготовлено и опубликовано около 80 работ, публикаций на эту тему. Также охват нашего проекта составил около 500 000 пользователей социальных сетей. И вот сегодня на нашем праздничном мероприятии мы подводим итоги нашего конкурса. Комиссии, в состав которой вошли специалисты в сфере профилактики указанных негативных проявлений. Все ребята, которые от нашей республики подают заявки на участие в грантовых конкурсах по линии Росмолодежи и выигрывают в них, они автоматически рассчитывают на поддержку Комитета по делам молодежи, и каждый из них обращается к нам и уже рассказывает, в чем мы там им можем помочь. Мы помогали и организационно, и в информационном плане, то есть мы и освещением и так далее поддерживали их. Тем не менее, фестиваль подходит к концу. Участники проекта объявляют результаты конкурса. Номинации в освещении такой теме, как экстремизм, лучшую работу определить не смогли. А вот видеоролики Инала Аздоева про наркоманию и ПДД жюри признали самыми достойными, за что он получил часы и сертификат. Какие эмоции? Это радость, это восхищение о том, что ты очередной победитель очередной игры. Ну, собственно, как-то так. В общем, отдача от блогеров есть. Проводить подобные фестивали организаторы планируют ежегодно. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. Ну а я еще раз напомню, что праздничное шоу ко дню единения Ингушетии с Россией будет транслироваться во всех городах региона. С этой целью на площадях установили плазмы. Прямые эфиры смотрите на нашем YouTube-канале ingushetia.tv, на официальном сайте НТРК Ингушетия и в приложении. Ну и, конечно, на нашем канале. Ну а сейчас самая головокружительная часть празднества – шоу авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил России. Полет стрижей – событие долгожданное. 7 истребителей МиГ-29 продемонстрируют свою мощь сегодня. Среди тех, кто это увидит, Зелимхан Калоев. Ему слово. Через считанные минуты знаменитая авиагруппа «Стрижи» покажет фигуры высшего пилотажа в небе над Сунжи. Даже на расстоянии в пару сотен метров до полосы чувствуется звериная мощь и фантастической красоты гармонии крылатой машины. Впервые эта шестерка МиГов выполнит в Ингушетии весь комплекс фигур высшего пилотажа, сочетая строениями. Кроме того, зрители увидят парный пилотаж. Изюминка-шоу «Лучшие пилоты» покажут самые сложные элементы одиночного пилотажа. Не переключайтесь, оставайтесь на канале Ингушетия, который будет транслировать все происходящее в режиме реального времени. С праздником и следите за новостями.
Центр реабилитации зависимых «Альтаир» поможет вам и вашим близким снова вернуться к жизни, в которой будет отсутствовать наркомания и алкоголизм. Мы работаем по методике коротких 12 шагов. Благодаря этому уже в первый месяц выздоровления зависимый справится с болезненной тягой по веществу и обретет мотивацию на здоровый образ жизни. Мы предоставляем гарантии выздоровления. При прохождении полного курса реабилитации зависимый получает сертификат. В случае рецидива мы предоставляем возможность пройти курс бесплатно. Решили приобрести новый телефон или ноутбук, но денег, как назло, нет? Не трудоустроены официально и кредит не получить, а магазины накручивают космические цены на рассрочку? Теперь у вас есть решение. Магазин Моби Кинг с компанией Аль-Барака предоставит вам рассрочку по всем нормам ислама. Никаких банков. 9 из 10 заявок одобряются. Официальное трудоустройство не обязательно. Магазин Моби Кинг. Город Назрань. Торговый центр Капитолий. Вход слева. 2-й этаж. Ремонт в самом разгаре? Ищите двери, обои, плитку? Тогда вам в Ингстрой. Двери. Входные и межкомнатные двери заводского производства. Широкий выбор форм и цветов по вашим размерам. Плитка. Напольная и настенная плитка от самых простых до элитных решений ведущих брендов. Обои. Многообразие флизелиновых, виниловых и венецианских обоев различных стилей и фактур. Для вас в магазине действует рассрочка без первого взноса. Ингстрой. Назрань. Рядом с центральной мечетью. Срочно требуются запчасти, но нет средств для их покупки прямо сейчас? Выход найден. Авто5. Запчасти, шины и аксессуары на все виды иномарок. В наличии и под заказ. С рассрочкой, без банка, пений и штрафов. Приходите к нам с паспортом, оставьте заявку, заключите договор и внесите первый взнос. И все. Получите нужные запчасти с рассрочкой от 3 до 12 месяцев. Авто5. Меняйте запчасти, а не себя. Эта программа посвящена генерал-майору Российской императорской армии, кавалеру Золотого Георгиевского оружия, кавалеру ордена Святой Анны 2, 3 и 4 степени, кавалеру ордена Святого Станислава 2 и 3 степени, кавалеру ордена Святого Владимира 3 и 4 степени, кавалеру Бухарского ордена 2 степени, а также кавалеру Персидского ордена Льва и Солнца 3 степени Нальгиеву Эльберту Асмарзиевичу. Нальгиев Эльберт Асмарзиевич родился 4 ноября 1863 года в селе Сурхахи Владикавказского округа Терской области. Закончил начальную 4-классную школу в станице Троицкой, центре Сунжинского казачества. Обучался во Владикавказском реальном училище. Можно сказать, что Владикавказское реальное училище, так же как и Ставропольская гимназия, являются теми учебными заведениями, из тех которых вышли очень многие представители ингушской интеллигенции, в том числе и военных. Естественно, Эльберт Нальгиев там обучался Сафарбек Мальсагов, Сасламбек Бекбузаров и многие другие. Скажем так, заканчивает он Владикавказское реальное училище в 1883 году, и по окончании его зачисляют в первый Сунжинско-Владикавказский казачий полк в качестве рядового. В течение полугода он проходит здесь службу, после чего его направляют на обучение в Ставропольское юнкерское казачье училище. И, естественно, он его также заканчивает успешно. Вся военная служба Эльберта Нальгиева прошла в казачьих войсках Российской императорской армии. Авторитет Эльберта Нальгиева среди казаков был непререкаемым. Он служил почти в 10 казачьих полках, его выдвигали в полковые судьи, председателем суда чести офицеров и заведующим заемным капиталом. Сомнений не было. Эльберт и понятие чести – слова-синонимы. Сослуживцы отмечали его тактичность, выдержку, умение быть лояльным к представителям всех религий и конфессий. Он подчеркивал, у них одна вера –
вера в свое отечество, интересы которого требовали защиты и охраны. Он пользовался большим авторитетом среди своих сослуживцев. Также, наверное, нужно сказать о том, что очень часто Эльберта Нальгиева, в принципе, начиная уже с 1890 года, привлекали для участия в полковых судах, даже становился председателем суда чести офицеров, что говорило о его высоких моральных качествах, безусловно, о том, что он пользовался большим авторитетом среди своих сослуживцев, и, естественно, скажем так, это не могло не остаться незамеченным. Эльберт Асмардиевич участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, которая стала крупным военным столкновением колониальных интересов России и Японии за господство на Дальнем Востоке и Тихом океане. Когда началась русско-японская война в 1904 году, император Николай II обратился к горцам Кавказа с предложением, подчеркиваю, с предложением принять участие в войне с японцами. Но горцы живо к этому вернулись. Война, унесшая более 100 тысяч жизней русских солдат, приведшая к гибели всего Тихоокеанского флота России, завершилась победой Японии и поражением России. За период войны с Японией в составе Терско-Купанского конного полка Кавказской конной бригады в Маньчжурии Нальгиев станет участником многих боев и сражений. Он показал себя бесстрашным бойцом и блестящим стратегом. 6 орденов и памятная медаль легли на его грудь, а кроме них японская пуля, застрявшая в груди, с которой он проживет всю оставшуюся жизнь. Войны в 1904 году, как известно, была создана Кавказская конная бригада. Эта бригада состояла из 2 полков – Терско-Кубанского и 2-го Дагестанского. Каждый из этих полков насчитывал 6 сотен. В общей сложности это было 12 сотен, которые направили под руководством князя Арбелиани. И вот из этих 6 сотен Терско-Кубанского полка 1 сотня была ингушская. А командиром этой сотни был Эльберт Исмурзиевич Нальгиев. Но следует заметить, что, в принципе, уже в 1904 году он получает звание Исаула. И таким образом продвигается его военная карьера. Нужно сказать, что в период, скажем так, этой военной кампании, годы русско-японской войны, естественно, его сотня, так же, как и Терско-Кубанский полк, так же, как и Кавказская конная бригада, они действовали в составе 10-го, 17-х армейских корпусов маньчжурской армии. В составе Терско-Кубанского полка, командуя ингушской сотней, Альберт вместе со своими соратниками, земляками, так как ингушами, прошел всю японскую войну, был удостоен многих наград. Эльберт Нальгиев был участником Первой мировой войны. В Российской империи ее также называли Великой войной. Первая мировая война 1914-1918 годов – война между 2 коалициями европейских держав – Тройственным союзом и Антантой. Поводом к Первой мировой войне послужило убийство членом террористической организации «Молодая Босния» наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. В ходе Первой мировой войны было мобилизовано около 74 миллионов человек, общие потери составили около 10 миллионов убитых и свыше 20 миллионов раненых. Эта война стала одним из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Эльберт Асмардиевич воевал на Кавказском фронте против турецких войск, являлся командиром отдельного кавалерийского казачьего отряда. В этой войне Нальгиев воевал больше на Кавказском фронте. Ее еще называли Малоазиатский фронт. Войска Кавказского фронта воевали против турок. Вот. И вот на этом фронте в составе Черборского кавалерийского отряда, командуя Черборским, так называется
отрядом, он также прошел всю войну. В 1915 году высочайшим приказом по военному министерству полковник Эльберт Асмарзиевич Нальгиев производится в чин генерал-майора с назначением командиром 1-й кубанской казачьей бригады 2-й Кавказской казачьей дивизии. В этой бригаде он прослужил до сентября 1917 года. Успехи военачальника и его подопечных император оценил высоко. Эльберту Нальгиеву в 1916 году было пожаловано Георгиевское оружие. Также он был удостоен многих офицерских наград. Он, как известно, кавалер Георгиевского оружия, одного из высоких престижных офицерских наград. Одновременно с воинской службой правительство привлекает его к дипломатической работе с ближневосточными мусульманскими государствами. Так, в составе дипломатической миссии России он был командирован в Турцию, Персию, Среднюю Азию и другие государства, часто возглавляя миссии. Очень часто военное ведомство страны привлекало его не только в военной, скажем так, деятельности, да, для участия в военной деятельности, но и в то же время в качестве миротворческой деятельности. Как правило, казачьи воинские соединения, они, естественно, находились на южных форпостах страны, да, и очень часто, ну, скажем так, опыт не только военной деятельности, но, скажем так, опыт гражданской деятельности Эльберта Нальгиева, он оказывался востребован. Почему? Потому что, скажем так, он тем самым возглавлял дипломатические миссии. В сентябре 1917 года Эльберту Асмарзиевичу присваивается звание генерал-лейтенанта, и он получает новое назначение – начальника 2-й Кавказской казачьей дивизии. Вскоре приходит известие о том, что Нальгиев был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени указом Временного правительства России. Так были отмечены его боевые отличия и личная храбрость, проявленные в боях против турецких войск на Кавказском театре военных действий. Однако генерал Нальгиев, будучи убежденным сторонником монархии, отказался принять награду от Временного правительства. «Я не могу принять награду от правительства, доведшего династию до низложения. Я принимаю боевые награды от имени императора и более ни от кого. Я воевал за Россию и за императора, но не за временщиков, ведущих отечество наше к хаосу и погибели». Поздравляю с 250-летием единения Ингушетии с Россией и рад приветствовать вас на авиашоу. Свое мастерство сегодня летчики-истребители легендарной пилотажной группы «Стрижи» 237-го Центра показа авиационной техники. Открывает нашу программу летчик-истребитель первого класса майор Дмитрий Косоруков. Все внимание в небо! Режим двигателя полный форсаж. Наша боевая машина МиГ-29 имеет скороподъемность 330 метров в секунду. Вы только вдумайтесь! Пилот выполняет двойной боевой разворот
на режиме двигателя полный форсаж. Самолет МиГ-29 – это многоцелевой истребитель 4-го поколения. Может нести на борту общую боевую нагрузку 3000 килограмм. Перед вами фигура нож. Летчик выходит для выполнения виража предельного подтяги на режиме двигателя полный форсаж. Вираж предельной подтяги с максимально возможным креном до 90 градусов и перегрузкой 7 единиц. Благодаря своим боевым способностям сверхманевренный МиГ способен выдерживать максимальные перегрузки 9 единиц. Вы только представьте, что будет с неподготовленным человеком, если он воспримет на себя мгновенно вес, превышающий его собственный 9 раз. Именно это и чувствует пилот Дмитрий. И это все для вас, дорогие зрители. Давайте поаплодируем ему. Пилот выполнил перевернутый полет. При выполнении перевернутого полета летчик ощущал отрицательные перегрузки в направлении головы. Сейчас петля Нестерова с поворотом на 180 градусов нисходящей точки. А сейчас Дмитрий заходит на выполнение смертельной фигуры под названием «Колокол». При этой фигуре самолет теряет скорость до нуля. В верхней точке летчик произведет отстрел ложных тепловых целей. Итак, скорость 0. Фигура «Колокол». Отстрел! Слава Ингушетии! Сидала Галгалай Вок! Слава России! Давайте поаплодируем летчику! Пилот выполнил сход с «Колокола» с разгоном скорости 700 км в час. МиГ имеет на вооружении следующие авиационные средства поражения. Ракеты класса «Воздух-воздух», неуправляемые ракеты класса «Воздух-земля», авиационные бомбы калибра от 50 до 500 килограмм. Сейчас петля Нестерова с поворотом на 90 градусов на восходящей точке. Также на самолете встроена пушка калибра 30 мм. С боеприпасом 150 снарядов. И поверьте, попадание лишь одного снаряда в ближнем маневренном воздушном бою может вывести из строя любую воздушную цель. Этот истребитель способен развивать скорость 2450 км в час. А теперь проход Дмитрия ноздрителями на полном форсаже. А теперь справа от сцены встречайте проход группы стрижи из 6 самолетов МиГ-29 в строю пеленг самолетов. Давайте поприветствуем летчиков! Группа выполняет
перестроение и спеллинга пилотажный строй «Пирамида». Пока летчики готовятся к очередной фигуре, представлю наших пилотов. Ведущий группы – летчик-снайпер, заслуженный летчик России, полковник Сергей Осяйкин. Ведомый номер 2 – левый ведомый, летчик первого класса, начальник службы безопасности полетов, подполковник Дмитрий Зубков. Ведомый номер 3 – правый ведомый, летчик первого класса, заместитель командира группы, майор Дмитрий Рыжеволов. А теперь внимание! Петля Нестерова в исполнении пилотажной группы. В строю «Пирамида». Это фигура пилотажа, при которой группа самолетов описывает замкнутую кривую вертикальной плоскости. Еще ее называют «мертвая петля», потому что не все летчики на заре авиации могли безопасно завершить эту фигуру. Наша группа выполняет ее в строю из 6 самолетов. Сейчас наш строй выполняет синхронный выпуск шасси для показа косой петли с выпущенными шасси. Уникальные технические возможности истребителей МиГ дали новый импульс к развитию высшего пилотажа. Особенности конструкции машины дали летчикам выполнить возможность принципиально новых фигур пилотажа, такие как колокол, Кобра, Пугачева. Итак, косая петля с выпущенными шасси. В строю стрижей также стоят ведомый номер 4, хвостовой ведомый, командир звена авиационной группы, летчик первого класса, майор Василий Дудников. Ведомый номер 5, левый крайний ведомый, старший летчик авиационной группы, летчик первого класса, капитан Сергей Ильчук. Ведомый номер 6, правый крайний ведомый, командир звена авиационной группы, летчик первого класса, капитан Сергей Дубенко. Одиночный пилотаж выполнял для вас летчик первого класса, командир звена майор Дмитрий Косоруков. А теперь летчики выполнили уборку шасси с одновременным перестроением для выполнения групповой бочки. Пилотажный строй «Конверт» – это строй, при котором ведомый номер 5 и номер 6 становятся позади ведомых номер 2 и номер 3. Итак, групповую бочку начали. Влево пошли. Бочка – это фигура пилотажа, при выполнении которой группа вращается на 360 градусов с сохранением общего направления полета. Дорогие зрители, вы только представьте, расстояние между самолетами в едином строю 1 метр. И это при том, что общая масса всего строя составляет 100 тонн. Не так-то просто управлять этой тяжелой техникой. Сейчас группа выходит
для выполнения петли Нестерова в пилотажном строю «Конверт». С последующим перестроением пилотажный строй «Пирамида». Итак, петлю начали! Все на месте, строй хороший. Высота 1800, скорость 500 километров в час. В пирамиду пошли. Хотел бы вам напомнить, что наши российские пилотажные группы создавались для привлечения молодежи в войска и представления мощи наших военно-воздушных сил. Сейчас ведущий группы полковник Сергей Сяйкин заводит строй для выполнения виража предельного по тяге в пилотажном строю «Пирамида». Режим двигателя максимал. Тяга 16 тонн. Группа выполняет вверх тягой и креном в едином строю «Пирамида». За свою карьеру, это уже почти 30 лет, стрижи посетили ряд стран. И везде наши поклонники тепло приветствуют и готовы смотреть на грандиозный пилотаж группы. Давайте и мы выразим свое восхищение аплодисментами. Дорогие зрители, наши асы приготовили для вас практически смертельный номер. Это выполнение прохода над зрителями в едином строю под названием «Плотная пирамида». Итак, плотная пирамида. При этом интервалы и дистанции между самолетами практически отсутствуют. А сейчас вы наблюдаете перестроение пилотажный строй «Стрела», при котором левые и правые ведомые номер 2 и номер 3, а также номер 5 и номер 6 смещаются назад и образуют формацию в виде стрелы. Дорогие зрители, авиационная группа «Стрижи» образовалась 6 мая 1991 года и была основана на авиабазе Куменко из лучших летчиков страны. Косая петля в пилотажном строю «Стрела». Если у кого-то из вас есть желание поступить на службу в Вооруженные силы России, то выбирайте авиацию, и, возможно, и вам улыбнется удача стать таким же летчиком-асом, как наши ребята. Как говорят в авиации, победа в небе куется на земле. Эти слова оправдывают инженерно-технический состав «Стрижей», которые готовили боевые машины для наших летчиков. Они отмечают высокую ремонтопригодность и неприхотливость МиГов.
недавно был поставлен своеобразный рекорд. Наши техники заменили оба двигателя на новые всего за 1 час. Теперь стрижи выполняют заход для показа синхронных бочек над вами, дорогие друзья. Для выполнения этих фигур группа перестроится в широкую пирамиду для лучшей наглядности. Итак, широкий строй. Пошли! Бочки! Начали! Давайте поаплодируем летчикам! А теперь ведущий выполняет выход на ось пилотажа в общем строю для выполнения групповой бочки, при которой в строю пирамида стрижи выполнят вращение вокруг оси на полный оборот 360 градусов. Итак, скорость 700, высота 200 метров. Будет бочка. Итак, бочку начали. Влево пошли. Вы посмотрите, как пилоты чувствуют друг друга. Это происходит на уровне подсознания. Ведь единый строй стрижей, как семья, где каждый прикрывает брата по крылатому строю. А сейчас вы наблюдаете перестроение, формацию, копье. Для последующего перестроения обратно в строй пирамида с одновременным выполнением фигуры петля Нестерова. Итак, высота 300 метров. Скорость 750 километров в час. Режим двигателя максимал. Тяга 16 тонн. Петлю начали. Пирамиду пошли. Все на месте. Строй хороший. Верхняя точка. Высота 2000. Скорость 500. Давайте поприветствуем летчиков своими аплодисментами. Дорогие друзья, теперь мы приблизились к самому долгожданному эпизоду нашего авиашоу. Распуску группы под названием «Тюльпан». Специально для женской половины аудитории.
ведущий выполняет выход на ось пилотажа для распуска «Тюльпан». Распуск «Тюльпан». После распуска группы остается синхронная пара во главе с ведущим летчиком-снайпером, заслуженным летчиком России, полковником Сергеем Осяйкиным и командиром звена авиационной группы «Стрижи» майором Василием Дудниковым. Пилоты заходят на ось пилотажа для показа фигуры «Зеркало». Это фигура, когда верхний самолет переворачивается на 180 градусов, а нижний не меняет своего местоположения. Итак, «Зеркало» начали! Давайте похлопаем летчикам! Сейчас ведущий заводит пару для распуска над зрителями и последующего показа маневренных возможностей сверхманевренного самолета МиГ-29. Высота 300 метров. Скорость 750 километров в час. Слава Ингушетии! Слава России! Остается ведущий группы полковник Сергей Осяйкин для показа маневренных возможностей на самолете МиГ-29. В строю стрижей настоящие профессионалы. Это люди, влюбленные в свое дело, военные летчики высшего класса. Они с честью соревнуются с лучшими пилотажными группами мира. Их успех не вызывает сомнения. Ведущий заходит для показа фигуры «Колокол», при выполнении которой самолет теряет скорость до нуля. Итак, скорость 100, скорость 0. Фигура «Колокол». Летчик выполнил сход с «Колокола» с разгоном скорости 700 км в час. Помнить, что скоростподъемность нашего самолета составляет 330 метров в секунду. Вы представьте, какой мощью обладает пилот, какой мощью обладают наши военно-воздушные силы. Косая петля на полном форсаже. Давайте поблагодарим летчика и конструкторов МиГа за это величайшее творение разума и рук человеческих. Наш стремительный МиГ способен развивать скорость 2450 км в час. На этом истребителе было поставлено множество рекордов. Впервые в мире были выполнены фигуры «Кобра» и «Колокол».
Скорость 700 км в час. Фигура бочка. Летчик выполняет фигуру двойной боевой разворот, который применяется для разворота на 180 градусов и выхода на противника. Фиксированная бочка в исполнении Сяйкина. Фиксированная бочка – это фигура пилотажа, при выполнении которой самолет разворачивается на 90 градусов с фиксацией каждого положения. А теперь внимание! Высота 200 метров! Режим двигателя полный форсаж! В завершении нашей программы ведущий группы полковник Сергей Осякин поздравит вас лично прямо из самолета. На этом наша программа закончилась. Спасибо за внимание. Мы очень надеемся, что вы остались довольны авиашоу. С праздником Ингушетия! С праздником России! Сидала Галгаймох! Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуй, Ингушетия. Мы ведем трансляцию со стадиона города Сунжи, где сейчас проходит праздничное мероприятие, посвященное 250-летию единения Ингушетии с Россией. С праздником, друзья! А началось наше мероприятие с показа фильма о легендарных доблестных летчиках Ингушетии. Затем небо над стадионом имени Дьякова красочным авиашоу украсили летчики эскадрильи «Русские стрижи». Ну а сейчас вы видите символическое шествие из 60 детей, которое стартовало из-за сцены. 30 мальчиков и 30 девочек несут шарики, и цифры, которые составляют число 250. Именно столько лет единения России и Ингушетии празднуют сегодня в республике. Кружит орел над вечными снегами, как грозный страж хранящий. Дети, выстраивающие фигуру, представлены из детской студии «Лик» при государственном ансамбле народного танца Ингушетии и ансамбль «Даулист», воспитанники Центра творчества детей и юношества города Назрани. Шествие встраивается в древний символ солярного знака. Кстати, солярный знак, символизирующий вечное движение, изображен на государственном флаге Республики Ингушетия. Орлы не умирают, они навеки остаются в небесах. В последний раз едва махнув крылами, пронесся он в звенящей синеве, бросая нам свой гордый взгляд прощальный. Таким его запомнят на земле. Облака над миром
веков история Ингушетии и России переплетена, а судьбы двух народов тесно связаны крепкой дружбой и взаимоуважением. Мероприятия по случаю юбилея единения Ингушетии и России проводились весь год, и сейчас на экранах демонстрируется проделанная работа и достижения. Что ж, смотрим фильм. Наше общее достояние и гордость. За 1000 лет здесь переживали многое, формируя эту общность судеб всех братских народов, которая крепла с каждым годом. Плечом к плечу участвовали в войнах, погибали, выживали и побеждали. История Ингушетии и России переплетена, а судьбы двух народов тесно связаны крепкой дружбой и взаимоуважением. Единение народов России уходит своими корнями в Киевскую Русь и Московское царство. Тогда праотцами было создано великое государство, наше общее достояние и гордость. За 1000 лет здесь переживали многое, формируя эту общность судеб всех братских народов, которая крепла с каждым годом. Народы России плечом к плечу участвовали в войнах, погибали, выживали и побеждали. Эта дружба скреплена веками и кровью. Братство наших народов испытали на прочность суровые годы гражданской и Великой Отечественной войн. Мы знаем примеры невиданного героизма. Их множество. Наш долг – чтить память героев, помнить об их подвигах, совершенных во имя общей Родины. Юбилей 250-летия единения Ингушетии и России мы празднуем всей республикой и за ее пределами в течение всего года. В честь знакового события в этом году прошли различные массовые культурно-просветительские мероприятия и акции. В их числе фестивали, конкурсы, выставки, концерты, научно-практические конференции, круглые столы. Изданы буклеты, книги, справочники, в которых отражена социально-экономическая и духовно-нравственная региона. В рамках юбилейного года проделана колоссальная работа по улучшению социально-экономической инфраструктуры республики. Реконструированы здания учреждений культуры, образования, здравоохранения, построены спортивные площадки, зоны отдыха и парки. В рамках реализации нацпроекта «Культура» за короткий период в республике построено 5 домов культуры, благодаря чему даже в самых отдаленных селах Ингушетии сегодня есть современные дома культуры, в которых подрастающее поколение получает умения и навыки по вкусу и желаниям.
Более того, в рамках мероприятий по празднованию 250-летия единения Ингушетии и России идет к завершению материально-техническое оснащение учреждений культуры всех уровней. Ведется работа по модернизации сельских библиотек. Глава региона также поставил задачи перед органами исполнительной власти до конца 2024 года завершить строительство значимых для социальной сферы объектов, таких как Государственный музей краеведения, Национальная библиотека, колледж искусств, концертно-театральный комплекс, Государственная филармония и Русский музыкально-драматический театр. Пристальное внимание также руководство республики уделяет образованию. В настоящее время в республике функционирует около 200 школ, и ежегодно вводятся по 1-2 школы. Руководство республики при поддержке федерального центра планирует до конца 2024 года построить еще 24 образовательных учреждения, что позволит полностью на ближайшее десятилетие решить проблему дефицита учебных мест. Глава республики лично контролирует качество строительства объектов и их оснащения. Ингушетия – самая молодая республика на территории России. Она образована 4 июня 1992 года. История нашего народа помнит героические времена. Его культура интересна своим уникальным колоритом будущим, динамично развивающихся субъектов страны. Мы рады жить в гармонии с другими народами и созидать во благо новых поколений.
Пройдя через трудности экономического спада, нестабильности и социальных проблем, Республика Ингушетия демонстрирует сегодня высокий потенциал роста во всех сферах. Улучшение ситуации в экономике – это не просто удачное стечение обстоятельств, а результат четко продуманной стратегии ее развития. В республике успешно реализуются программы экономического и социального развития, главной целью которых является повышение уровня жизни населения. наша слава,
страна, наше братство, наша сила, наша гордость, Родина. Много нас, миллионы, если только захотим, покорим моря и горы, все изгоны победим. Самобытная Россия, уникальная страна, и культурами богата. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что мы ведем трансляцию со стадиона города Сунжи, где сейчас проходит праздничное мероприятие, посвященное 250-летию единения Ингушетии с Россией. Меня зовут Руслан Боков, и я буду рассказывать вам о том, что происходит на стадионе. Сейчас совсем скоро мы начнем театрализованную часть, пролог, и совсем скоро наши артисты театров и ансамблей Республики Ингушетия покажут театрализованное представление. Ну а для тех, кто только к нам присоединился, напомню, что у нас мероприятие началось с показа документального фильма о легендарных летчиках Ингушетии. Также мы показали шествие детей, выстроившихся в древний символ солярного знака. Кстати, солярный знак изображен на флаге Республики Ингушетия, и он символизирует вечное движение. Также в рамках мероприятия прошло красочное выступление авиашоу в исполнении летчиков эскадрильи «Русские стрижи». Это было незабываемо. Я надеюсь, что многие, кто не успел посмотреть, смогут это сделать где-то в записи, на YouTube, где-то еще. Посмотрите, вам понравится. Также в рамках нашего праздника прошел еще показ фильма по случаю юбилея единения Ингушетии и России, то есть о тех мероприятиях, которые проводились в течение года. Вот, ну а сейчас уже совсем скоро начнется театрализованный пролог, очень красочная часть, и не уходите, будьте с нами.
Что ж, друзья, напоминаем, у нас идет прямая трансляция с праздника, посвященного 250-летию единения Ингушетии с Россией, которая проходит здесь, в городе Сунжи, на стадионе. И сейчас, совсем скоро, мы начнем театрализованный пролог. Что ж, друзья, праздник набирает обороты, и совсем скоро начало творческого блока, и ждем начала. Осталось совсем немного. Ну а пока кадры зрителей и обновленного стадиона, подготовленного специально к этому празднику. Фанфара, возвещающий о начале нашего театрализованного пролога. Это логическое начало творческого блока. Что ж, давайте посмотрим. Мы видим, как воины амазонка в сопровождении двух оруженосцев выходят на сцену, и воин подходит к огромному барабану, обтянутому кожей хэ. Мы, потомки тех, кто с незапамятных времен жили на этой благодатной земле. Наши отцы завещали нам беречь эту землю и сохранить гордое имя Волга. Мы возвели величественные башни. Эти небесные стрелы стали символами мужества, вольного духа и славных подвигов. Здесь началась наша история, и здесь обретет свой последний приют каждый из нас. За пеленой тысячелетия осталась память наших доблестных предков, которые напутствовали нас быть справедливыми и отстаивать свободу. Наши отцы завещали нам возделывать эту землю. Да будут благодатными посевы, да будут плодородными земли, да будет светлым наш путь. Мы видим на боевой башне с высока картину созерцает старец, который является символом мудрости. На подворье появляются жители, которые по обыкновению трудятся, пока светит солнце. Hoda
прославляет Ингушетию и желает И вот один из героев предлагает оставить работу и собраться на веселье, на праздник. Давайте отпразднуем наш праздник от души, предлагают наши артисты. Женщины и мужчины оставляют свои обычные дела, работу, шерсть, кузню и все прочее и пускаются в пляс. Вы, сыновья гордого народа, должны стоять на страже свободы, как тени тысяч башен. Да не иссякнут наши силы в этот трудный час. Ну а мы видим, что тревога пришла на подворье вместе с гонцом, который сообщает о нападении на косарей на окраине села. И вот начинается баталия. В исполнении всадников конного клуба «Дикая дивизия», который действует в Республике Ингушетия. И, кстати, в этом клубе насчитывается 257 участников. Они занимаются популяризацией конных видов спорта в Ингушетии, а также приобщают детей и молодежь к традиции общения с лошадью, именно ингушской традиции. Дальше мы видим, что разыгравшиеся баталии на основной сцене танцем символизируют артисты государственного ансамбля народного танца Ингушетия. Мы видим очень экспрессивный, яркий и зажигательный танец в исполнении артистов ансамблей. Кстати, в бой вступали также и артисты ансамбля «Магаз». Ну а сейчас мы видим, как девушка с инструментом вышла на сцену. Она таким образом поддерживает боевой дух Очень горцев. важное решение в это нелегкое для нашего народа время. Нам нужен сильный, мудрый и справедливый друг. Мы обретем надежную опору и защиту от врага,
в лице России. Так, нам снова показывают старейшину. Старейшины разрешают спор воинов. Продолжается театрализованная постановка в исполнении артистов Государственного театра, драматического театра имени Идриса Базоркина, также артистов Русского музыкально-драматического театра и театра юного зрителя Республики Ингушетия. Вот сейчас мы видим как раз момент подписания. Перемирие между воинами, оно отмечено рукопожатием, и сейчас генералы готовятся к подписанию акта о добровольном вступлении в состав России. Вот мы сейчас видим это на нашем стадионе. О добровольном вхождении в исполнении артистов театров Республики Ингушетия. Мы видим прошлое и настоящее, но будущее зависит сегодня от нашего выбора, который станет свидетельством силы и доблести. Выбор разума, способного принимать решения за судьбу этой земли и нашего народа. Показали старца как символ мудрости и завершение театрализованного пролога. Выход группы даулистов из кулис, и сейчас вашему вниманию предстанет танец в исполнении ансамбля «Ингушетия». Смотрим, получаем удовольствие.
приятный и цветущий, словно май. Живописные холмы, искристые ручьи, здесь мелодия души. Лезгинка здесь, здесь Ингуши. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Ночь пленяет юный взор, красота ингушских гор. Гордый танец ввысь летит, и орел средь скал парит. Честь традиции храня, процветай моя земля. Свет надежды нам дари, путь дорогу нам ты укажи. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Наш ингушский дивный край, ты цвети, цвети, как рай. За собою нас веди, мир согласия и любви. Наш танец перешел плавно в песню в исполнении заслуженного артиста Республики Ингушетия Рахмана Бекова. И сейчас выход ведущих. Наш праздничный концерт продолжается. Ассаламу алейкум, хамсырмех хой, маршы доғылшы. Добрый вечер, Ингушетия! С праздником вас! Дорогие друзья, уважаемые гости, праздничный концерт для вас сегодня проведут прославленная российская актриса театра и кино, очаровательная Ирина Лачина. И мой коллега, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Ильяс Евлоев. Сегодня мы празднуем 250-летие единения Ингушетии и России. Это поистине эпохальное событие для нашего народа. И сегодняшний праздник для вас, дорогие жители Ингушетии, уважаемые почетные гости, организован при поддержке Федерального центра. Ингушетия и Россия – это единое целое с общим героическим прошлым и счастливым будущим и настоящим. В честь этой значимой даты для Ингушетии были выделены средства, которые помогли нашей молодой республике сделать многое для культуры, образования и поддержания социальной жизни наших сограждан. Все это оказалось возможным благодаря главе Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматову, который поддержал инициативу народа Ингушетии и деятелей культуры республики и заручился поддержкой правительства России. В рамках сегодняшней программы мероприятий нас ждет еще много интересных событий и важных свершений.
А сейчас настало время для приглашения наших почетных гостей. Мы приглашаем на эту сцену заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Магомеда Саламановича Умахаманова. Главу Республики Ингушетия Махмуд Али Макшариповича Калиматова. Помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергея Сергеевича Старикова. Сейчас будут традиционные поздравления от Для руководителей. оглашения приветственного адреса президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы хотели бы пригласить к микрофону помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Старикова Сергея Сергеевича. Жителям Республики Ингушетия, дорогие друзья, поздравляю вас с юбилейной датой, 250-летием единения Ингушетии с Россией. Это событие стало важной вехой в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовыми свершениями своих предков, их уникальным вкладом в сбережение самобытной культуры и традиций народов нашей многонациональной страны. Отрадно, что нынешнее поколение республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач, в реализации востребованных проектов и инициатив в экономике и социальной сфере, в промышленном комплексе и туристических комплексах. И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание обеспечению мира и стабильности, как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом. Желаю вам успехов, новых достижений и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Для оглашения приветственного адреса председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко слово предоставляется заместителю председателя Совета Федерации Российской Федерации Умаханову Ильясу Магомед Салмановичу. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, дорогие друзья и братья, мне выпала почетная миссия от имени сенаторского и депутатского корпуса Российской Федерации в этот знаменательный день огласить приветствие председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко Верхней Палаты Российского парламента. Поздравляю вас и всех жителей Республики Ингушетия со знаменательной датой 250-летием со дня единения Ингушетии с Россией. Республика Ингушетия – самый молодой субъект Российской Федерации, но ее судьба 2,5 столетия неразрывно связана с Россией. С момента добровольного вхождения в состав российского государства ингушский народ прошел вместе со всеми народами нашей многонациональной Родины непростой, но славный путь свершений и преобразований. Жители республики ратными и трудовыми подвигами способствовали процветанию и укреплению Отечества. Сегодня, бережно храня свои вековые традиции,
И приумножая богатое культурное наследие, они вносят весомый вклад в решение общенациональных задач. Органы государственной власти Республики Ингушетия уделяют самое пристальное внимание наращиванию ее потенциала, реализации социально значимых проектов и привлечению инвестиций в ключевые отрасли промышленного производства. Многое делается для повышения уровня жизни людей, поддержки предпринимательских инициатив. Уверена, что любовь к родной земле и в дальнейшем будет помогать жителям республики добиваться успехов во всех начинаниях. Желаю мира, благополучия и всего самого доброго. Валентина Матвиенко. С праздником, дорогие братья! А сейчас для приветственного слова мы хотели бы пригласить к микрофону главу Республики Ингушетия Махмуд Али Макшариповича Калиматова. Дорогие друзья, Савежери и Ежери, добрый вечер всем. На этом празднике 250-летия, 250 лет назад, предки наши в сложных условиях внешних угроз сделали свой выбор и объявили о добровольном единении с Россией. В мировой истории немало фактов, когда небольшие по численности народы утрачивали свой язык, традиции, исчезли с карты земли. Несмотря на колоссальное культурно-языковое многообразие России, всегда поддерживались принципы сохранения национальной самобытности и свободы вероисповедания для всех народов. Для Ингушетии акт единения с Россией стал спасительным. Он вывел народ на более высокий уровень политической, социально-экономической и культурной жизни. Благодаря этому историческому событию ингуши включились в одну из самых развитых мировых систем просвещения, культуры, здравоохранения и социальной защиты. Мы получили возможность сохранить и развивать свой язык, лучшие традиции, заботиться о своей земле, уверенно планировать будущее. В республике строятся города и школы, больницы, детские сады и культурные центры. Есть свой университет. Практически все села, включая горные, газифицированы. У нас много планов и задач по качественному повышению уровня жизни нашего народа, наших жителей республики. В единении с Россией мы обрели многовековую общую судьбу. Вместе со всеми испытали тяготы войны, но также и радости побед и успехов. Сообща с другими народами, ингуши сражались в русско-японской, русско-турецкой, в Первой и Второй мировых войнах. За проявленное мужество и героизм удостаивались высоких воинских званий и наград. Наши соотечественники были в числе тех, кто первыми встретил врага на границе Брестской крепости, обороняли Одессу, Киев, стояли насмерть на всех фронтах от Балтийского до Черного моря. Участвовали в обороне Ленинграда, Москвы и Кавказа. В Сталинградской и Курских битвах штурмовали в последующем Берлин. Россия – это огромное сообщество народов. Враги понимают, что нас нельзя покорить, завоевать наши земли, но продолжают предпринимать попытки, придумывая новые методы, используя религию, внедряя национализм.
Однако разрушить наше единство врагу не удавалось. Не получится и сейчас. Никогда впредь. Ингушский народ, как и века назад, верен своим обязательствам. Мы все знаем, президент Владимир Владимирович Путин предложил внести изменения в основной закон Российской Федерации. Результаты всенародного голосования подтвердили правильность такого решения. Эти поправки дают каждому жителю нашей республики и России в целом уверенность в нашем будущем и будущее наших детей. Сегодня, в этот замечательный день, хочется еще раз выразить огромную признательность нашим предкам за их проницательность в выборе пути единения с Россией. Мы всегда будем вместе. У нас общее прошлое, в единстве наше будущее. Россия, Ингушетия неразрывны. Ура! Уважаемый глава, уважаемый Сергей Сергеевич, уважаемый Ильяс Магомед Саламович, мы благодарим вас и поздравляем вас всех с нашим общим праздником. Ирздолыш Беркатева Хархалдвей Массыни. Мы благодарим вас за теплые сердечные слова и просим занять почетные места в зрительском зале. Дорогие друзья, хотелось бы напомнить, что на зрительских трибунах сегодня вместе с нами присутствуют наши уважаемые представители военно-воздушных сил Российской Федерации, авиационная группа «Стрижи», которые сегодня показали нам невероятное шоу в небе в Ингушетии. Поприветствуем их аплодисментами. Итак, друзья, у нас продолжается праздничное мероприятие, посвященное 250-летию единения Ингушетии с Россией. Закончилась официальная часть, и сейчас мы приступаем к праздничному концерту. Забегая вперед, скажу, что концерт у нас будет разбит на 3 части. В первой части выступят артисты Республики Ингушетия, артисты Северного Кавказа и представители российской эстрады, популярные звезды. Что ж, ждем начала концерта. Дорогие зрители, а сейчас у нас еще один сюрприз. Все вы знаете, что в сборной России по футболу играют 3 представителя Республики Ингушетия. Мы гордимся, что единение Ингушетии и России происходит и в мире спорта. Наши футболисты специально к этому событию, к этому дню записали видео поздравления. Уважаемые жители Ингушетии, сердечно поздравляю вас с большим праздником, который пришел на нашу землю с 250-й годовщиной единения Ингушетии с Россией. Играя за московский «Спартак» и сборную России, я не чувствую себя оторванным от нашей республики. Никогда не забываю, что представляю здесь свой народ, слежу за развитием спорта в республике, радуюсь достижениям наших спортсменов. Стараюсь в меру своих сил поддерживать становление ингушского футбола, который может и должен стать средством духовного и физического оздоровления нации. Вместе мы сможем поднять уровень спорта в нашей республике на должную высоту. От всей души желаю родной Ингушетии новых успехов, мира и процветания. Дорогие мои земляки, от всей души поздравляю вас с 250-летием единения Ингушетии с Россией. Это большой праздник нашего народа, и я рад отмечать его вместе с вами. Находясь здесь, в Санкт-Петербурге, я постоянно живу интересами своей малой родины, радуюсь ее успехам. Особенно приятно, что много наших спортсменов прославляют Ингушетию и российский спорт, побеждая на соревнованиях самого высокого уровня. В этот праздничный день желаю народу республики счастья и благополучия, добра и мира. Благополучия, добра и мира. Ну вот праздник, а праздник без сюрпризов, конечно, не обходится. И наше поздравление от наших футболистов сборной России, наших земляков. Ну а сейчас мы приступаем Наши к концерту. прославленные футболисты Зелимхан Бакаев, Магомед Аздоев, с праздником вас!
Ну что ж, друзья, сейчас мы начинаем программу праздничного концерта, посвященного знаменательной дате 250-летия единения Ингушетии с Россией. Сегодня на этой сцене выступят артисты, лучшие артисты не только Республики Ингушетия, но и всей России. Наш праздничный концерт открывает народная артистка Чеченской Республики, народная артистка Республики Ингушетия Айна Гетагазова. Встречайте! Друзья, для вас выступает Айна Гетагазова, и она в этот осенний день поет песню о весенней любви, о весенних чувствах. زرحان فدوين برح جدين وام تشوقي أسو ولو خويا حينا باستيالش بالغ زيزتو خدالش كيرر دقلوز دوال حزل سنة ديك دوال باستيالش بالغ زيزتو خدالش كيرر دقلوز دوال حزل سنة ديك دوال Долдалом чуара, хутор безом соу булыш, лотта ала. Бестиялче, балях зиза тухадалче, кирер доглоуза дуала, хазик санна дика дуала. Бестиялче, балях зиза тухадалче, кирер доглоуза дуала, хазик санна дика дуала. Дауряц Халчан, Баркал Халчан, марш Дуалчо. Я так счастлива, что мы сегодня здесь, как много лет назад, собрались в таком огромном количестве. Для меня это просто вот дежавю, честно говоря. Я очень рада всех вас видеть. Дауряц Халчан, Баркал Халчан. Я очень вас люблю.
твоя ровесница, страна мужчин. И все чудеснее восходит песнею твоя ровесница, страна мужчин. Восходит песнею страна мужчин, страна мужчин. Единство крепкие, мы мира требуем, мы в счастье веруем, все как один. Вольнолюбивая, миролюбивая, трудолюбивая страна мужчин. Вольнолюбивая, миролюбивая, трудолюбивая страна мужчин. Вольнолюбивая страна мужчин, страна мужчин. Вольнолюбивая страна мужчин, страна мужчин. Народная артистка Республики Ингушетия и Чеченской Республики Айна Гитагазова. Вот так живо и задорно открыла наш концерт Айна Гитагазова. Спев о родной Ингушетии, песни «Страна мужчин». Концерт продолжает заслуженная артистка Ингушетии Лема Нальгиева. Впервые она вышла на сцену в возрасте 4 лет, а уже в 18 лет получила звание заслуженной артистки. Дорогие друзья, встречайте Лема Нальгиева! Ну а сейчас на сцене будет экспрессия, будет грация, будет очень много зажигательного. Концерт продолжает Лема Нальгиева. Смотрим, друзья. С праздником вас! Ламыш сирді дяха, китта бағыма, Кузы юхудяхи, бәбі кватсама, Алын хесті дежі, нал цілгілелек, Безім сымы бақыш, ламын шуды ждет, Шек мадола қылғый, дайым далык сток, Уқтын енді батшам, Бейчіл қозы қамов, Бекі қанды. Алын сілесі, Декі хүсі, Елі бірді жоқты жывай, Бұқлықты бейдайым мұзды қылғай керт, Дүнен қейгі дежі, Бекі пандырмес, Бекі панды. Алын сілесі, Декі хүсі, Елі бірді жоқты жывай, Бұқлықты бейдайым мұзды қылғай керт, Дүнен қейгі дежі, Бекі пандырмес. Лема в своей песне поет, что нет красивее края Ингушетии, о том, что играй гармонь, а я буду петь для тебя, моя родная, моя любимая Ингушетия. Вот так зажигательно, задорно проявляет свою любовь Лема Нальгиева.
Сизаж егалаты, аригяныш беш, беш дулха дереш, царми кони хес, машыр кокыцаны, улубяны кыз, ляхтыханы атсер, укызы бейбей бо, дынен юк далятса, улхылгыл геймо, бека панда. Алысы лесі, бекі хысы, лепірді жоқты жывей, бұтлықты бейдаймызды ғылғай керт, дынен қейгіде жібекі пандырмес, бекі панда. Алысы лесі, бекі хысы, лепірді жоқты жывей, бұтлықты бейдаймызды ғылғай керт, дынен қейгіде жібекі пандырмес. Кычан еле пус, мягко пастягама, хылыц беге гос, остялины бяхе, дерзае кычыла, ардемеге дацвы, как есеной со, щек модула гылгы, даем далык сто, уктененды бачан, бейчыл гызыгымо, бега панда. Алысы лесі, бекі хысы, лепірді жоқты жывей, бұтлықты бейдаймызды ғылғай керт, дынен қейгіде жібекі пандырмет, бекі панда. Алысы лесі, бекі хысы, лепірді жоқты жывей, бұтлықты бейдаймызды ғылғай керт, дынен қейгіде жібекі пандырмет. Елена в своей песне поет о том, что о стойкости ингушского народа, о тяготах перенесших и о том, что впереди всегда ждет светлое будущее. А мы также на это надеемся и верим в это. Бейчыл гызыгымо, бека панда. Алысы лесі, бекі хысы, лепірді жоқты жывей, бұтлықты бейдаймызды ғылғай керт, дынен қейгіде жібекі пандырмет, бека панда. Алысы лесі, бекі хысы, лепірді жоқты жывей, бұтлықты бейдаймызды ғылғай керт, дынен қейгіде жібекі пандырмет.
песни Лема также признается в любви к родной Ингушетии и говорит, что без Ингушетии она была бы, наверное, соколом без крыла или рыбой, выброшенной на берег. Вот так вот. Поем о красотах горной Ингушетии, о крае, который нельзя оставить и забыть. Надо отметить, что у Лемы все песни патриотичные и касаются в основном родного края, родной Ингушетии, который празднует сегодня праздник 250 лет единения с Россией. Заслуженная артистка Республики Ингушетия Лема Нальгиева. Дорогие друзья, наш праздничный концерт, посвященный единению Ингушетии и России, продолжает вокально-инструментальный ансамбль культурно-технического центра города Магас. Встречайте! Я напоминаю, мы продолжаем к этой праздничной дате, и сейчас еще одни молодые заставят нас просто наслаждаться своим пением. Между морями, черными и Каспийским, у снежных скал манящих синевой, ты как цветок среди лугов альпийских, расцвел рожденный солнцем город мой. Из глубины столетий, словно в сказке, твоя звезда счастливая взошла. Сияешь ты на фоне гор кавказских, как символ мира, дружбы и тепла. От Балтики до Дальнего Востока зовем друзей на праздник добрый час. Я назову вам точный адрес солнца. Россия, Ингушетия, Магас. Магас, 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 Магас. Есть города красивые, не спорю, о них слагают песни с давних пор. Но самый молодой на свете город мой, ты должен стать жемчужиною гор. Между морями, черными и Каспийским, у снежных скал манящих синевой, ты как цветок среди лугов альпийских, расцвел рожденный солнцем город мой. От Балтики до Дальнего Востока зовем друзей на праздник добрый час. Я назову вам точный адрес солнца. Россия, Ингушетия, Магас. Магас, 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 Магас. Кстати, друзья, артистов культурно-технического центра города Магаса
вернее, сам центр можно назвать кузницей молодых талантливых исполнителей. Стоит отметить, что две солистки этого ансамбля, Фатима Мизиева и Макала Богачива, представляли Республику Ингушетия в телевизионном шоу-конкурсе «Звезда» на одноименном канале. Вот так, друзья. Такие талантливые молодые люди живут у нас в республике. От Балтики до Дальнего Востока зовем друзей на праздник добрый час. Я назову вам точный адрес солнца. Россия, Ингушетия, Магаз. 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 Вокально-инструментальный ансамбль культурно-технического центра города Магаз. Ваши аплодисменты. Язык народа, ты язык души. Я за тебя, народ, благодарю. Мне песню подарили ингуши. Я по-ингушски с ними говорю. Это стихи легендарного ингушского поэта Ахмеда Хамхоева. И они стали эпилогом к следующему выступлению. Дорогие друзья, старинную ингушскую песню, повествующую о верности, безмерной любви и кротости горянки, сейчас на этой сцене для вас исполнит достойная дочь кабардинского народа, заслуженная артистка Республики Ингушетия Белла Базоркина. Встречайте, Белла Базоркина! Не смотри, что ночь темна, я стану луной. Не смотри, что погода нехорошая, я стану солнцем. Поет свои песни Белла Базоркина. Это старинная ингушская песня. Вот так очень лирично исполняет песню Белла Базоркина. Песню любви девушки, которая говорит, что не смотри, что ночь темна, не смотри, что дорога дальняя. Обращаясь к своему любимому.
что ни для одного любящего сердца не должно быть преград. Заслуженная артистка Республики Ингушетия Белла Базоркина. А сейчас на сцену выйдет золотой голос Ингушетии. Народный артист Республики Ингушетия. Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики. Заслуженный артист Чеченской Республики. Для вас поет Алаудин Эсмурзиев. Дорогие друзья, премьера песни Алаудин Эсмурзиев. Встречайте аплодисментами. Дяхи отчизна Алаудин Эсмурзиев поет о родной Ингушетии, о том, что ему не нужно никакой другой земли, что нет краше родной Ингушетии, и что никакие богатства не смогут его лишить этого замечательного дара родной земли. Вот так вот поет о своей любви к земле Ингушетии, к родному краю Алаудин Эсмурзиев. Езачона, днен хозлена, дуза суга, дяхен сутаж, эздидяй халаш, сагалгайче мархаела, хита багамал, мялха духал, утадена, кахегаш банах, мычай, мычай, мычай. Раз
мы чай и раздолом мотки. Мы чаховые и ложла текес. Мелояна вугесу сакерто. Садок даим ценгахалес. Садок даим ценгахалес. Садок даим ценгахалес. Народный артист Республики Ингушетия Алаудин Эсмурзиев. Зеркало. Так переводится со многих языков мира ее имя. Но есть и другая трактовка. В переводе с кельтского «айна» означает девочка, которая несет радость. Кстати, она уже готова нести нам с вами эту радость на этой сцене. Народная артистка Республики Ингушетия Айна Алиева. Встречайте, Айна Алиева! Песню, посвященную ингушским джигитам, ингушским мужчинам, которых она которые присущи ингушским джигитам.
Olmaydı zamanı Нас разлучить нельзя и даже невозможно, как старшая сестра и как оплот надежный. Россия наша все, великая держава, а мы твое плечо, жемчужина Кавказа. Столько пройдено дорог, столько испытали вместе, но нигде и никогда, но нигде и никогда не теряли своей чести. Засвидетельствуют горы и березы и моря, Ингушетия с Россией вместе будут навсегда. Годами эта жизнь показывает много, бесценен наш союз и братство двух народов. Как важно дополнять, делиться своей силой, законы уважать, и в этом мы едины. Столько пройдено дорог, столько испытали вместе, но нигде и никогда, но нигде и никогда не теряли своей чести. Засвидетельствуют горы и березы и моря, Ингушетия с Россией вместе будут навсегда. За красоту души, за дерзость, силу духа увидели, нашли и поняли друг друга. И этот опыт детям нам важно передать, из года в год трудиться, союз приумножать. Столько пройдено дорог, столько испытали вместе, но нигде и никогда, но нигде и никогда не теряли своей чести. Засвидетельствуют горы и березы и моря, Ингушетия с Россией вместе будут навсегда. Столько пройдено дорог, столько испытали вместе, но нигде и никогда, но нигде и никогда не теряли своей чести. Засвидетельствуют горы и березы и моря, Ингушетия с Россией вместе будут навсегда. Засвидетельствуют горы и березы и моря, Ингушетия с Россией вместе будут навсегда. Народная артистка Республики Ингушетия Айна Алиева. С праздником! В честь юбилейной даты единения Ингушетии и России одну из своих лучших композиций на стихи Валентины Слядневой «Россия, былинкой навеки останусь твоей» подарил ингушской исполнительнице, член Союза композиторов Российской Федерации, заслуженный деятель искусств России Владимир Чернявский. И для вас сегодня эту песню исполнит заслуженная артистка Республики Ингушетия Индира Хачубарова. Встречайте на сцене Индира Хачубарова.
сколько дорог мной исхожено, и всюду со мной звон колосьев и шорох ветвей. Любить мне Россию судьбою положено, ей быть суждено лебединою песней моей. И дочке, и сыну оставлю я родину, ее и беречь, и печалиться с ней, и падать им сызнова, и падать им сызнова в рассветную зелень цветущих полей, и падать им сызнова, и падать им сызнова в рассветную зелень цветущих полей. Я покосы и пашни, и пажити, и облик горянки в косынке почти добропей, и общее слово, и память, что нажита. Россия былинкой, навеки останусь твоей. И дочке, и сыну оставлю я родину, ее и беречь, и печалиться с ней, и падать им сызнова, и падать им сызнова в рассветную зелень цветущих полей, и падать им сызнова, и падать им сызнова в рассветную зелень цветущих полей. И дочке, и сыну оставлю я родину, ее и беречь, и печалиться с ней, и падать им сызнова, и падать им сызнова в рассветную зелень цветущих полей, и падать им сызнова, и падать им сызнова в рассветную зелень цветущих полей. Я напоминаю, это концерт, посвященный 250-летию единения Ингушетии с Россией. Это была Индира Хачубарова с песней «Россия, былинка, навеки Заслуженная останусь артистка твоей». Республики Ингушетия Индира Хачубарова. Дорогие друзья,
Сегодня специально к этому празднику деятели культуры республики подготовили много ярких премьер. Это песни, стихи, танцы. Сегодня для гостей и участников праздничного концерта состоится премьера танца в исполнении артистов государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магаз». Художественный руководитель, народный артист Республики Ингушетия Юнус Кадзоев. Встречайте! Концерт очень богат на примеры и новые композиции. И сейчас вот понаблюдаем композицию в исполнении ансамбля «Магаз». Смотрим, любуемся и запоминаем.
композиции артисты ансамбля «Магаз» показывают обряд знакомства. И, как правило, он происходил у родника. И обязательным условием было наличие еще девушек других. И, как мы видим, знакомство переросло уже в сватовство, и стороны договорились о проведении свадьбы. Вот так вот. Композиция «Обряд». Церемонии к свадьбе. А это уже девушка со стороны жениха. Она по древней традиции ингушской закалывает в подол платья невесты иголку. И свадебным кортежем невесту уже увезут в дом жениха. Вот так вот. Очень динамично артисты показывают обряд, традиционный ингушский свадебный обряд. Сейчас мы видим, что молодой человек, родственник жениха, он приезжает вместе с кортежем, и чтобы забрать невесту. Сейчас под руку уводит невесту в новый дом. Сейчас с огромной радостью я хотела бы пригласить на эту сцену советскую и российскую актрису театра и кино, заслуженную артистку республик Абхазии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, народную артистку Республики Ингушетия, заслуженную артистку Российской Федерации Тамару Яндиеву. Встречаем Тамару Яндиеву! И я хотела бы сказать, что эта уникальная актриса сейчас исполнит для вас старинные ингушские песни. Встречайте, Тамара Яндиева! Тамару Яндиеву знают и любят в Ингушетии. Она очень популярна, и ее знают многие, кто живет за пределами республики. Она талантливая актриса и замечательная исполнительница. Что ж, слушаем и наслаждаемся. Вахырдин ди хаби царилят да
снега почему. Хайрену солнце да в кырзонгат баскаль пармаздите, Хайохылга солнце то сызлятты адымлел ждите. Баркыл шуны халдылер дагада шума, Хани звала гелмы волгымы снега почему. Баркыл шуны халдылер дагада шума, Хани звала гелмы волгымы снега почему. Тамара исполняет песню «Мах», что в переводе с ингушского означает «солнце». Она благодарит его за сияющие лучи и за свет, дарящий людям. Бумел болча гута, волаш умел болча шута, волаш лееш езер ерса яхаш, сомаю целмяханах, лееш езер ерса яхаш, сомаю целмяханах. Лохи, волаш лохи, дуцер лохи, волаш лохи, дуцер, айхали юхуна моташ, сомаю целмяханах, айхали юхуна моташ, сомаю целмяханах. Идяри коч мою хла, шира техкарма дехкала, соя хача хамма бела, бяра баха аслевер. Идяри коч мою хла, шира техкарма дехкала. А уже в этой композиции Тамара обращается к молодому человеку и советует не надевать белую атласную рубашку и не идти на свидание. Дорогие друзья, я от всего сердца поздравляю свою любимую республику с таким великим праздником и желаю нам процветания. Тамара Яндиева, ваши аплодисменты! Спасибо. С праздником вас, Тамара! Дорогие друзья, Прежде чем мы продолжим наш концерт,
мы хотели бы объявить о том, что потерялся ребенок. Нас попросили об этом сказать. Елхароева Тамила Алисхановна. Девочка была в джинсовой куртке с косичками, 14 лет. Кто видел ребенка, или если Тамила, ты нас слышишь, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам полиции. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы продолжаем наш праздничный концерт. На сцену приглашается коллектив Государственной филармонии имени Ахмеда Камкоева. Мужская вокальная группа «Ломан Оз». Встречайте, друзья! Название группы «Ломанос» можно перевести как «Эхо гор». Наверное, так. Что ж, слушаем «Эхо гор» в исполнении артистов филармонии имени Ахмеда Камкоева. Няны келиксанахо кядрях намазля ошсанахо хамсара йобандя ишинок санахо дешами йобандя езахотхона хамсара дяхе. Jamal Sanaho, Yaga Yolanda, Bettalir Sanaho, Sirda Yolanda, Siglar Set Sanaho, Lirdoga Yolanda, Yezahotona, Hamsara Diahe. Практически все песни в исполнении артистов Ингушетии посвящены родному краю, родной земле. И вот сейчас группа «Ломанос» поет об Ингушетии, сравнивая ее с матерью, с мягкостью ее рук, с любовью девушки и с любовью сестры. Вот так вот. Такие ассоциации у артистов. Сравнивают родную Ингушетию с солнцем, таким же ярким, с луной такой же блистательной, с водой такой же благодатной. Вот такая вот любовь к родной земле, к отчизне. Вот этой композицией завершается блок артистов ингушской эстрады, и сейчас нас порадуют артисты Северокавказского федерального округа. Продолжает гости из соседней республики, из братского Дагестана. Народная артистка Республики Дагестан и Чеченской Республики. Народная артистка Республики Ингушетия. Зажигательная и неподражаемая Патимат Кагирова. Встречайте! Патимат Кагирова! Патимат Кагирову знают, любят не только в Дагестане, но и в Ингушетии. Она довольно-таки частый гость у нас и всегда радует своими яркими, зажигательными выступлениями.
Поет Патимат песню «Душа поет». Вот такой вот каламбур в моем исполнении. Итак, поет душа у Патимат Кагировой. Слушаем, друзья. حلا حلواتي عاشق لي عاشق لي صار صبر قدر لي حج العمر ودور طورا كرت سوج ورا عاشق لي عاشق لي صار صبر قدر لي حج العمر ودور طورا كرت سوج ورا قال صار منحري وكل صدار وحري شارخ لزيدار ودرمان حبي يا أم وصلي قال صدار منحري وكل صدار وحري شارخ لزيدار ودرمان حبي يا أم وصلي حكي ويس تقولي 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 سرق قادش لي زين قادش لي زين حدي كوتي كالحولي 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 حرير وراق ومرتاس لوني قمرتاس يازق لي ريازق لي سرق لي عقر لي حزي وركي بخورا دارني سروج ورا يازق لي ريازق لي سرق لي عقر لي حزي وركي بخورا دارني سروج ورا قال صدار منحري وكل صدار وحري شارخ لي زيدار ودرمان حبي يا أم وصلي قال صدار منحري وكل صدار وحري شارخ لي زيدار ودرمان حبي يا أم وصلي وقروان رزيلي 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 قحمي وغاية قولتي غير دخولتي صبر بارا بدي قايلي دي قايلي دي قايلي راقص مورديتي كذا عاشقتي دار ضرة دي قايلة ليلي راح يزون سني لو كاجل رجورا حد مرة ورا دار ضرة دي قايلة ليلي راح يزون سني لو كاجل رجورا حد مرة ورا قال صدار منحري وكل صدار وحري شارخ لي زيدار ودرمان حبي يا أم وصلي قال صدار منحري وكل صدار وحري شارخ لي زيدار ودرمان حبي يا أم وصلي شارخ لي زيدار ودرمان حبي يا أم وصلي Патимат Кагирова, ваши аплодисменты! Спасибо огромное, спасибо большое. Приветствую, приветствую всех сегодняшний праздник для нас всех огромная радость. Хочу поприветствовать главу Республики Ингушетия, хочу поприветствовать министра культуры
Республики Ингушетия. Хочу приветствовать всех гостей сегодняшнего праздника. И хочу пожелать всем огромного счастья, здоровья крепкого. Пусть будет мир на земле. Спасибо. Пусть будет мир на земле. Патимат Кагирова, ваши аплодисменты. Ну что ж, а продолжает наш праздничный концерт. Народный артист Республики Ингушетия, народный артист Чеченской Республики, основатель и солист легендарной чечено-ингушской группы «Зама» Али Димаев. Встречаем аплодисментами Али Димаев. Али Димаев также частый исполнитель и участник праздников в Ингушетии. Его любят, знают. Мира вам, дорогие братья и сестры! Поздравляю с великим днем, с великим праздником, сегодняшним торжеством вас. Моя песня «Признание в любви» древнему, красивому, мудрому ингушскому народу, который подарил миру и России немало достойных сынов и дочерей, которыми мы по праву гордимся. Моя песня – это гимн прекрасному краю, который носит имя Ингушетия. Яхилаху Галгаче. Аминь. عشقي زهبالة خاغل غايتي او يا خيلة مستغشتك تزالوش خاغل غايتي او يا خيلة خلق إيرز مرقاكوش كان بركبة غلغي محو أنا تحقوك يا قوانا تقبى منسيسة ضخكش حبك حدا ينامي هذا الغيتي او يا خيرة بردا مقلل رايش هذا الغيتي او يا كيرة ما شرطحي يبقيش غير تدبوني صياقة فيك إرازة داخل مرة تعد السابت للتقاقة هذا الغيتي حويا خيرة دقة ديني حوغا حيش هذا الغيتي حويا كيرة ما خبرك تمخدش Композиция Али Димаев рассказывает о тяжелой судьбе ингушского народа, о том, что перенесла Ингушетия, и он желает счастья и процветания родной Ингушетии. «Живи, моя Ингушетия», поет Али Димаев. Ну а мы вторим: «Живи, Ингушетия, и процветай».
Поздравляю! Люблю вас! С праздником! Фольклор всегда является отражением души народа. Как в капле воды отражается океан, так в вольных казачьих песнях отражается широта и красота русской души. Дорогие друзья, в этот праздничный вечер на сцене муниципальный казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь». Приветствуем наших гостей из Ставрополья. У реки, у терека казаки гуляют, и стрелою каленою за реку бросают. Эй, эй, ха-ха, за реку бросают. Эй, эй, ха-ха, за реку бросают. Шашка острая для нас, верная подруга, конь ретивый, верный враг, нет нам лучше друга. Люба, казаки! Стоит отметить, что ставропольские коллективы всегда являются участниками праздников в Ингушетии, и по-соседски мы поздравляем друг друга. И вот и сейчас лезгинка в исполнении казаков.
ставропольское раздолье, и азарт, и зажигательность кавказцев — все это вольная степь. Поздравления от ставропольчан. Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь». А сейчас, друзья, мы приветствуем нашего гостя из Кабардино-Балкарской республики. Встречайте, на сцене Тенгиз Габаев. Для тех, кто только к нам присоединился, напоминаю, что у нас концерт, посвященный 250-летию Ингушетии, единения Ингушетии с Россией. У нас концертная программа и второй блок. Выступают артисты СКФО. Слушаем. казаки, хай, звуки гармонии проливай. Сын Дагестана и Абас, Картвели, Азери, Абхаз. Эй, даулист, играй для нас, что это наш большой Кавказ. Земля отцов, ты наш Кавказ, вольная песня гор, полная огня, задора и глаз, свободой полон взор. Кружится в танце вековом небесный сын орел. Горянка лебедем плывет, их танец озарен. И растолок чо и балай, а ты готов карачай. Юра, казаки, хай, звуки гармонии проливай. Сын Дагестана и Абаз, Картвели, Азери, Абхаз. Эй, даулист, играй для нас, все это наш большой Кавказ. Наш праздник определяет тематику песен, конечно же. Ингушетия, Кавказ, Россия. Поют наши артисты. Ну а мы еще раз поздравляем вас с праздником. Салам свободный, Аксуа и Дагестан родной, Осетия и Кабарда, изящный образ твой. Цвети балкарская земля и гордый Карачай. Дай мог жемчужина моя, батал волшебный край. О, Сакартвело, мир тебе и древний Гаястан. Зовется раем на земле, Кавказ нам Богом дан. И Растанок, Чо и Далгай, а ты готов Карачай. Чура, казаки, хай, звуки гармонии проливай. Сын Дагестана и Абаз, Картвели, Азери, Абхаз. Эй, да все это наш большой Кавказ. Край мой родимый, сердцем любимых, краше тебя не найти.
звонкою песни, край мой чудесный, славлю тебя я в пути. Нам свыше было суждено, в соседстве знаем честь, и испокон веков оно в крови в сознании есть. И раттанов чо и галгай, алигатал лутарачай, джура казаки хай, звуки гармонии проливай. Сын Дагестана и Аббас, картели Азери Абхаз, эй, даулист, играй для нас, все это наш большой Кавказ. И раттанов чо и галгай, алигатал лутарачай, джура казаки хай, звуки гармонии проливай. Сын Дагестана и Аббас, картели Азери Абхаз, эй, даулист, играй для нас, все это наш большой Кавказ. Действительно сложно найти край краше, чем Кавказ, и в самом сердце его лежит Ингушетия, которая празднует сегодня 250-летие единения с Россией. Ну а мы продолжаем наш концерт. Дорогие друзья, уважаемые гости, наш праздничный концерт продолжает гостья из Карачаево-Черкесской республики, участница проекта «Новая звезда» 2020 года Марьяна Алботова. Встречайте, Марьяна Алботова! Добрый вечер, друзья! А у нас еще одна песня, посвященная Кавказу, нашему общему дому. На долины гор красы его не перечесть. Народ здесь помнит с давних пор, что значит мужество и честь. Орлы парят меж скал кругами, ель вековая ввысь зовет. Платочек женский под ногами, раздор мужской всегда прервет. Страна воспетая поэтом, о, горный край, родной Кавказ. Не видел ничего на свете, кто не был здесь хотя бы раз. Эльбрус седой укрыт снегами, он по небесе ворвавшийся исполин. Народы гор живут веками здесь у подножия вершин. Ковром альпийские луга меж гор цветами стелятся. Завет здесь предков никогда нарушить не осмелятся. Начало здесь хрустальных век и родников прозрачный звон. Сединам старших с давних лет здесь уважение закон. Страна воспетая поэтом, о, горный край, родной Кавказ. Не видел ничего на свете, кто не был здесь хотя бы раз. Эльбрус седой укрыт снегами, он по небесе ворвавшийся исполин. Народы гор живут веками здесь у подножия вершин. Действительно сложно не согласиться с Марьяной Алботовой о том, что не видел ничего на свете тот, кто хотя бы раз не побывал на Кавказе, в этом замечательном крае. Парят меж скал кругами, ель вековая ввысь зовет. Платочек женский под ногами, раздор мужской всегда прервет. Здесь в каждом доме гостю рады, и с ним всегда разделят кровь. В горах для дружбы нет преграды, здесь свято к родине любовь. Страна воспетая поэтом, о, горный край, родной Кавказ.
здесь хотя бы раз. Эльбрус седой укрыт снегами, вот по Тибете ворвавшийся исполин. Народы гор живут веками здесь у подножия вершин. Алботова, Марьяна Алботова, Карачаево-Черкесская. Благополучие. Спасибо вам тоже. С праздником вас. Сегодня с 250-летием единения Ингушетии и России вас поздравляет заслуженный артист России, народный артист Республики Северная Осетия Алания, Республики Южная Осетия, Республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Ингушетия Феликс Царикати. Встречаем на сцене Феликс Царикати. Салам алейкум, мой братский народ! От всей души поздравляю вас с этим потрясающим праздником. 250 лет присоединения Ингушетии к России. И горжусь тем, что ношу это высокое звание народного артиста Ингушетии. Спасибо! Пой, струна, с тобой я песню пропою. Запомни юные года, радость, счастье и любовь свою. Играйте струны громче, веселей, играйте, пусть поет душа моя. Играйте струны громче, веселей, я души приветствую друзей. Играйте струны громче, веселей, я души приветствую друзей. Салам алейкум, друзья мои, салам алейкум, все впереди. Салам алейкум, салам алейкум, салам вам всем, друзья мои. Салам алейкум, друзья мои, салам алейкум, все впереди. Салам алейкум, салам алейкум, салам вам всем, друзья мои. Со словами «Салам алейкум» с приветствием обращается наш гость ко всем, кто сидит на стадионе. Ничего вкусней хлеба, что я ем в кругу друзей. Даже знаю, пусть пройдут года, но дружбы не забыть мне никогда. Приветствую я мудрых стариков, что славятся у нас спокон веков, за то, что учат уважать другой народ, за воспитание и за данный мне урок, за то, что учат уважать другой народ, за воспитание и за данный мне урок. Салам алейкум, друзья мои, салам алейкум, все впереди. Салам алейкум, салам алейкум, салам вам всем, друзья мои. Салам алейкум, друзья мои, салам алейкум, все впереди. Салам алейкум, салам алейкум, салам
стал некоторым открытием для нас, потому что песня ассоциируется у нас с Алаудином Исмурзиевым, который исполняет эту песню практически на каждом концерте. Вот так живо и задорно поздравляет певица Рикати нас с праздником. С праздником Ингушетия! Играй, гитара, пой, струна, с тобой я песню пропою. Запомню юные года, радость, счастье и любовь свою. Играйте, струны громче, веселей, играйте, пусть поет душа моя. Играйте, струны громче, веселей, я от души приветствую друзей. Играйте, струны громче, веселей, я от души приветствую друзей. Салам алейкум, друзья мои, салам алейкум, все впереди. Салам алейкум, салам алейкум, салам вам всем, друзья мои. Салам алейкум, друзья мои, салам алейкум, все впереди. Салам алейкум, салам алейкум, салам вам всем, друзья мои. Салам алейкум, салам алейкум, салам вам всем, друзья мои. Спасибо! Спасибо! Феликс Рикати! Народный артист Республики Ингушетия, заслуженный артист России. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, сейчас на эту сцену выйдет молодая, талантливая, очаровательная певица, наша гостья Николь Ю с песней «Мой салам тебе, Ингушетия». На слова и музыку Александра Чередниченко. Встречаем Николь Ю! Добрый вечер! От всей души поздравляю гордую, красивую республику с этим замечательным праздником. Мира вам, добра, всех благ! Третий блок открывает у нас артистка Николь Ю с песней «Салам тебе, Ингушетия». С праздником, Ингушетия! О, любовь моя, горная река, стройный стан хребта, вот страна моя, вот орел летит, 40 взор его, древних башен ли, вот страна моя, гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия. Гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия. Песня «Мой салам тебе, Ингушетия» очень известна и любима в республике, а Чередниченко — автор песни. Он, кстати, житель, хоть и бывший, но житель славного города Малгобека, города воинской славы. Вот так, друзья, с праздником еще раз. Танец как огонь, песня льется вдаль, не печаль, а сталь, не сломить тебя, гордый мой народ, ты любовь моя, ты страна моя, гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия. Гордый мой народ, чист как капля родника, мой салам тебе, Ингушетия.
С праздником, любимая Ингушетия! И эта замечательная песня посвящается всем нашим мужчинам, нашим воинам. За ваше храброе сердце спасибо вам большое, за то, что вы у нас есть. Сердце мужчины. Я пропадала, так много лиц, любви так мало весенним днем. Я повстречала того, кто стал моим причалом. Ветром свободным, рукою сильной тоску прогнал ты, такой красивый в его лучах. Я расцветала цветком любви, теперь я стала. Сердце мужчины огнем пылает, розы любви оберегает, ночью холодной звездой сияет и называет меня своею. Сердце мужчины готово к бою, розы любви укрыв собою, ночью холодной горит звездою и называет своей судьбой. Он все преграды, поет душа, когда он рядом, добро и честь, его основа, возносит он мужское слово. Нашего счастья он будет стражем, судьбу свою мечтою свяжем, цветок любви не увядает в его руках, он расцветает. Сердце мужчины огнем пылает, розы любви оберегает, ночью холодной звездой сияет и называет меня своею. Сердце мужчины готово к бою, розы любви укрыв собою, ночью холодной горит звездою и называет своей судьбой.
очаровательная Николь Ю. С праздником, друзья! А продолжает наш праздничный концерт юное дарование, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, обладательница золотой медали всероссийских молодежных дельфийских игр, победительница второго сезона телепроекта «Ты супер» Диана Анкудинова. Встречаем аплодисментами Диана Анкудинова. Многие в стране знают Диану как очень талантливую и одаренную исполнительницу с уникальным голосом. Oh ma douce France, pourquoi si jamais tu recommences? Je ne suis que des importances. Sans nous je suis, ça fait pas rouge, mais non, ça me mettra une dernière danse. Pour bien ma peine immense, je veux mon prix que tu recommences. Oh ma douce souffrance, jour dans le ciel, jour la nuit, je donne ça avec dans la pluie, un peu d'amour après dormir
праздником! Я когда себя спросил, что она для меня страна Россия, и спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас, новый день начиная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России. Через множество войн, самых лучших теряя, шла дорогой ни с чем не сравнима, потому что характер и одна, потому что такая. Необъятные просторы и земли богатые. Век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я сила, твоя главная сила — это люди. Россия, Россия — это мы. Твоя и моя, Россия — это сила, сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия — это сила, сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия была, Россия есть, Россия будет. Спасибо! Дорогие друзья, на наш праздничный концерт поздравить нас с юбилейной датой сегодня. Глюкоза! Не слышу! Наш концерт продолжает глюкоза, да. Многие знают как просто Наташу. Вот, но больше, конечно, под псевдонимом Глюкоза. Я в платье белом бегу, устала, но я смогу. Я просто очень хочу к тебе. Оставляла следы
с этим праздником. Пускай вы процветаете каждый день. Пускай будет здесь любовь, счастье, цветы и радость. Поем вместе! Хочу видеть ваши руки! Отлично! День промчался незаметно, выпит, догнают надежды и мечты, и мечты. Дорогая любимая Ингушетия! Дорогие любимые, счастья вам! Море, море любви и радости каждый день! Процветай, Ингушетия! Спасибо, глюкоза Так и на хочется сцене. перевести на свой лад песню «Луна, луна, цвети, цвети, родная Ингушетия». Дорогие друзья, мы с удовольствием приглашаем на эту сцену Сергея Волчкова. Но прежде хотелось бы сказать, друзья, что сегодня в честь этого праздника Сергей Волчков подготовил прекрасный подарок для всех жителей Ингушетии. Он впервые исполнит замечательную композицию на стихи ингушского поэта Магомеда Вышегурова и музыку Айны Ильясовой. «Ингушетия – мой талисман». Ну а прежде... Сергей Волчков, встречайте! Ваши аплодисменты! Море вернулось, берег, песней прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малые вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малые вместе с собой. Ну, как вы уже поняли, это песня из репертуара великого Муслима Магомаева. Ну, а премьера песни «Ингушетия – мой талисман» будет чуть позже. Ждем, наслаждаемся. Возьми меня в дальние дали, паруса малые вместе с собой, с собой, с собой. Возьми с собой.
вечер, дорогие друзья! Какая радость петь для вас в этот замечательный праздник. Вы знаете, сегодня я хотел бы исполнить еще одну замечательную песню, которую услышал буквально вчера. Песня, которая попала мне прямо в сердце. А называется эта песня, и хочу я исполнить для вас в этот вечер, «Ингушетия, мой талисман». Спасибо! Бог над землею встает, просыпается гордый Кавказ. С древних пор здесь живут ингуши, люди чистой и светлой души. Ингушетия, мой талисман, моя песня, мой сон. Благородство, мужество, доблесть и честь в Ингушетии было и есть. Стар вечной дружбе готов, а страна как подарок богов. Братья солнца огня, о, без вас не прожить мне и дня. Ингушетия, мой талисман, моя песня, мой солнечный гимн. Благородство, мужество, доблесть и честь в Ингушетии было и есть. Наши помыслы брызги росы, а судьба вздох весенней грозы. Мой солнечный гимн. Благородство, мужество, доблесть и честь в Ингушетии было и есть. Ингушетия, мой талисман, моя песня, мой солнечный гимн. Благородство, мужество, честь в Ингушетии было и есть. С праздником! Спасибо! Благородство, мужество, честь в Ингушетии были, есть и будут. С праздником Ингушетия! Дорогие друзья, наш праздничный концерт продолжается. Сейчас на эту сцену выйдет советская, грузинская, российская, украинская эстрадная певица, музыкант и композитор, актриса. Это не все. Народная артистка Грузии, народная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Ингушетия Тамара Гверцетели. Встречайте, Тамара Гверцетели! Мой сын, мой цветочек, мой бутон,
родной, и на маминых руках даже самый страшный сон пройдет, и я усну, как в детстве засыпала на руках с куклой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. Мамины глаза все на свете понимают, мамины глаза все грехи нам отпускают, мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте только, мамины глаза, мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и общаться, мамины глаза, как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мой сын, ты прижмись ко мне сильней и меня собой согрей, мой сын, а я спою песню бабушки своей, чтобы стала ей светлей в раю.